Приветствуем вас в здравии и прекрасном расположении духа на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас новая встреча, и мы очень радуемся этой встрече с вами, дорогие наши подписчики и зрители. Итак, Агрогороскоп с 19 по 23 февраля 2022 года, время московское. Рассмотрим 2 дня, в которых энергии будут одинаковые. Луна будет находиться в знаке Весы. Только завершились дни сожженного пути полнолуния, но уже вот есть чистые энергии, которые мы можем использовать с 8 часов утра 19-го. Ну а 20-го весь период, все 24 часа, что можно посеять. Еще в это время, после сожженного пути полнолуния, можно посеять семена баклажана, потому что весы вот из овощных растений, которые мы очень любим, вот баклажаны уважают и покровительствуют баклажанам. Можно посеять, кто не посеял, только баклажаны, семена баклажанов на рассаду. Семена цветов еще можно посеять, под зимний посев корнеплодных овощей в северных регионах. Вот это что можно сделать в этот период. Еще раз хочу напомнить, знак Весы – это знак стихии воздуха, поэтому все посевы, имея в виду цветы и баклажаны, мы проводим в заранее увлажненную почву. Ну а под зимний посев корнеплодов по снегу, под снегом, как у вас там подготовлено, это можно будет сделать. Работаем с рассадой. Снова же не поливаем, сразу же пикируем или пересадку, перевалку в увлажненную почву можно работать. Цветы. Снова же посевы на рассаду. И для комнатных цветов, если вдруг вы что-то еще не посеяли, сеете. Но очень актуально в эти дни снова же защита от вредителей и болезней. Не забывайте, что в доме все это находится в комнате, там, где вы живете, в кухне. Используйте биопрепараты или, в крайнем случае, аптечные препараты для того, чтобы не навредить. Химию не используйте. Поливы в знак стихии воздуха не проводятся. Подкормки, и, соответственно, тоже не проводятся. В саду, пожалуйста, в саду еще ничего не делаем. Еще свежие вот эти энергии полнолуния можем выкорчевывать пни, если позволяет погода. Не забывайте кормить птиц, они очень уже устали. И у них начинается период подготовки уже к весне, к строительству гнезд. Им сейчас очень нужна наша помощь. Помогайте, кормите их. Зеленые операции еще 19-го не рекомендую проводить, еще очень сильные энергии, а вот 20-го уже можете проводить. Сразу же тем, кто новички, зеленые операции в доме проводим. Это те части растения обрезаем, которые уже подсохли. То ли листики желтенькие, то ли цветонос засох, его обрезаем. Вот это зеленые операции. Видите, у нас вот весь период, единственный день хороший для зеленых операций 20 февраля. Заготовки очень хорошо проводите, потому что дальше их нельзя будет проводить. По крайней мере, 3 дня некачественно будет заготовка и консервация ваша. Квашение не проводим. Это знак стихии воздуха. Сухая получается, жестковатая капуста. А вот настойки прекрасно получится. Вот готовьте. Еще энергии Луны очень хорошие. И в знаке Весы получаются качественные лекарственные домашние препараты. Рыбалка, пожалуйста, еще не спешите, потому что вот сейчас мы расскажем чуть позже, когда начинается хороший период для рыбалки. Да, сбор почек и хвои. Те, кто уже погода хорошая, как будто бы уже в некоторых регионах и тепло, можно использовать для сбора почек и хвои вот эти 2 дня, 19 и 20. А теперь вот этот переходный день, 21 февраля, когда Луна из Весов перейдет в Скорпион. 12:20 переход сам. Луна без курса с 8 часов 3 минут до 12:19. И, естественно, эти 3 градуса переходные Скорпиона накладываются на Весы и 3 градуса Весов на Скорпион. Поэтому у нас такая вот ситуация, когда только вот с 13 часов можно посеять семена капусты, микрозелень заложить для зелененьких салатов. Кстати, можно зеленые еще культуры посеять, семена зеленых культур, редис, картофель ранних сортов в теплицах. Редис и картофель также кроме теплиц в теплых странах и регионах. С рассадой работаем с 13 часов. Что здесь? Пикировка, пересадка, перевалка. Все, что нужно делать с рассадой, делаем, но только с 13 часов.
Цветы. Это и комнатные, и рассадные вот эти цветы, которые мы будем высаживать уже летом, рассадой в наши огороды, в сады, на наши цветники. Вот, пожалуйста, с 13 часов пикируйте, перевалку делайте, пересадку, посадку. Все, что вам нужно, делайте. Вот есть посадка для кашпо, допустим, очень хороший день, но только с 13 часов. Поливы не проводим до 12 часов, еще сильные энергии весов. Но после 12 часов, пожалуйста, поливаем. Подкормки аж после 18 часов польете, и затем уже можно будет подкормочку делать, но небольшую. В саду с 13 часов возможна стратификация семян различных растений садовых. Но в основном это делают семечковые растения. В феврале это уже завершается такой период для того, чтобы закладывать на стратификацию семян. Поэтому учтите, пожалуйста, используйте вот этот период. Ну, это делаем не в саду, в доме, но это садовые растения. Зеленые операции не проводим. Кстати, и квашение, заготовки, настойки не делаем. А вот этот момент, когда уже можно начинать идти на рыбалку. Но очень прошу вас, будьте внимательны с рыбалкой. Если лед ломается, будьте аккуратны, находите место, где удобно и где безопасно для того, чтобы ловить рыбу. Сбор почек и хвои нельзя проводить в это время. Вторник и практически и среда. Энергии почти что будут одинаково, но здесь сокращенное время работ. Поэтому быстренько пробегусь. 22-го можно сеять семена капусты, редис, картофель ранних сортов посадить, зеленые культуры. С рассадой делаем все виды работ. Цветы, пикировка, перевалка, пересадка, посадка. Все это для комнатных и для таких цветов. Ну, естественно, поливы и подкормки очень хорошо в это время для этих растений. Далее завершаем стратификацию семян садовых растений. А вот зеленые операции нельзя проводить, заготовки нельзя, квашения нет, настойки нет, рыбалка, пожалуйста, но сбор почек и хвои не проводим. Это опасно для растений и качество сбора вот этих почек, хвои, они будут некачественные. И вот это 23 среда февраля, когда Луна перейдет из знака Скорпион-Стрелец в 16:30. Практически весь световой день будет под воздействием Скорпиона. Но будет и Стрелец немного воздействовать, но он здесь на убывающей Луне, и далее будет переход Луны из 3 в 4 фазу, так что он особо влиять не будет. Итак, до 11:30 все равно мы используем посевы семян редиса, зеленых культур и микрозелень. Это еще можно сделать 23 февраля. С рассадой работаем до 11 часов 30 минут. С цветами тоже вот эти все задачи. Пикировка, пересадка, перевалка, посадка. До 11 часов 30 минут нужно это завершить. Потому что у нас, смотрите, Луна без курса с 12:25 до 16:29. Когда Луна без курса, это значит впустую работаем и весь труд на смарку. Поливы еще проводим, они будут нормальные. До 16:29 это время Скорпиона, оно еще будет накладываться на время Стрельца, и в Стрельце поливы бесполезны, там растения уже не принимают воду, поэтому постарайтесь до этого времени полить. Подкормки не проводим, потому что это будет ожоги для корней. Обычно мы после полива проводим, здесь лучше отказаться. В саду, вот то, что я говорила вот буквально в вчерашнем видео, по садовым работам. Вот с 16:30, если это просто печет и желание есть, и хорошая погода, можете начинать обрезку садовых растений. Вот это период, когда уже в Стрельце будут сухие энергии. Вот, если вот это надо начинать, много растений, можете вот эту работу начинать. Зеленые операции не проводим только после 17 часов. Потому что у нас здесь энергии стихии воды, можем загубить растения. Поэтому нет до 17, после 17 да. Заготовки еще накладываются энергии стихии воды, поэтому заготовки, квашения, настойки не делаем. Рыбалка, пожалуйста. Сбор почек и хвои тоже еще не делаем. Луна для дома, для здоровья. Снова же с 19 по 23 февраля. Время московское. Вот эти 2 дня очень хорошие, 19 и 20. Здесь практически все виды работы одинаковые, поэтому не буду их
повторно по дням называть. С печкой не будет проблем, дыма не будет. Тесто нужно немножко добавлять воды, стихия воздуха, поэтому или меньше муки, или чуть больше воды или молока. Рукоделие приветствует весы. Вот, наконец-то пришло время, когда можно стричь волосы, стричь ногти, красить волосы, мыть волосы. Очистка кожи продолжается, вот этот прекрасный период. Вот это все как раз, все плюсы, все да, для работы с нашими волосами, ногтями и с нашей кожей. Ремонт тоже очень хороший, получится качественный. Проветривать вещи можно при солнечной погоде и ветерке. Не рекомендую стирать в эти дни, потому что в весах как-то качество не очень хорошее. Даже пятновыводители добавляешь, да, пятнышко выводится, но качество стирки такое не очень красивое. Уборку тоже не делайте. Это стихия воздуха. А вот эти 2 дня еще можно использовать для начала инкубации гуси и индюки, для того, чтобы они получились крепкими, чтобы молодняк хорошо рос и был здоровый, и потом прекрасные птицы получились. Нужно обязательно, чтобы выход их был уже 18 марта у нас будет полнолуние, вот к этому моменту, с 17 по 19 марта, если вы вот эту закладку инкубации сделаете 19 или 20, будет хороший период, хороший молодняк. Это гуси и индюки, им нужно 30 дней. С 19-20 мы все разобрались. 21 практически, здесь тоже 22 и 23, здесь у нас все одинаково, кроме некоторых вещей, мы сейчас их рассмотрим. Итак, в Скорпионе энергии будут 3 дня стихии воды, дым может. В этот момент будет дым, будьте внимательны. Что касается теста, здесь я пишу нормально, здесь переходный период из знака весы в знак Скорпион, поэтому здесь уже не будет вот этих проблем, что нужно добавлять воду. Здесь и есть энергии уже и воды. Вот, поэтому можно, тесто будет нормальным, но далее 22 и 23 будет ведет, плывет у нас называется. Спрашиваю, что такое ведет? Оно плывучее такое, жидкое, поэтому старайтесь, или здесь вот нужно было добавить воды, а здесь уменьшить, или больше муки добавить. И вот этот момент, когда уже выходные для работы с нашими волосами. Смотрите, рукоделие тоже пропустила. Рукоделие бесполезно. Нельзя стричь волосы, нельзя стричь ногти. В Скорпионе это плохо. При любой убывающей или растущей луне красить волосы некачественно получится. Мыть волосы тоже, перхоть появляется. Поэтому вот этот период, пожалуйста, вот он у нас здесь. Ничего с волосами и с ногтями не делаем. Очистка кожи, этот период, 2 недели мы продолжаем. И каждый день, каждый знает, или утром, или вечером, или отдельно вечером, или утром, все это продолжаете делать. Всякие манипуляции, которые вы начали сразу же после сожженного пути полнолуния. Сутки прошли, и мы уже об этом говорили, когда начинается этот период. Далее, ремонт здесь не проводится, качество будет отвратительное, вещи будут влажные, поэтому ничего не делаем. Но смотрите, какой интересный парадокс. Проветривать вещи, конечно, не годится, будут влажные. Но стирка, генеральная стирка, качество отличное получается вот эти дни. И уборка генеральная прекрасно получается. Вот генеральную планируйте понедельник, вторник. В основном все дома в это время, но вот качество здесь очень хорошее. Или утреннее, или вечернее время качество хорошее. И еще это будет продолжаться и в среду. Поэтому, но здесь стирка будет сохнуть чуть дольше. Но для этого есть утюжок, просушили, утюжком прошли, и даже очень красиво и качественно получается белье и все остальное. А вот уже с началом инкубации все время для гусей и индюков у нас уже все ушло, потому что у нас, если будет выход уже на убывающей луне, молодняк будет слабый и нездоровый. Итак, я вот так стараюсь вам поставить, чтобы вы сделали скрин. С этой темой мы разобрались. Луна для здоровья. 19, 20 и 21 полудня первых будут ощущаться энергии весов.
Луна в это время будет в знаке Весы. А в Весах уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная система и система желез. А теперь обратите внимание, в дни весов нельзя ни в коем случае проводить урологические операции. Зато в это время успешные операции в области головы, эффективное лечение зубов, ушей, а также удачное время для удаления зубов. Очень большая просьба к вам сейчас, вот холодно, иногда потеплело, и вы сразу же переходите на другую обувь. Смотрю, в туфлях кто-то ходит, это еще зима, не спешите. Держите, особенно в это время, в знаке весов, держите в тепле ноги, область таза, чтобы ни в коем случае не застудить почки и мочевой пузырь. И нельзя в это время употреблять алкоголь. А теперь несколько слов о питании. Конечно, хорошо бы в это время использовать вегетарианскую пищу. Но все зависит от того, кто что имеет и к чему приспособлен. Но вот совет есть такой: полезны в это время каши из риса, гречки, ржи, овса и ячменя. Ну и проростки сейчас, кто какие имеет возможность, все проростки очень хороши в это время для нашего тела. Если есть груши, хурма, бананы, это есть изюм, курага, виноград, яблоки, любые виды капусты очень хороши, зеленушка, которая у вас растет на подоконнике, заготовки из томатов, огурцов, но они не должны быть острыми, очень важно в это время. Из моркови прекрасные блюда пойдут для нашего тела. Есть еще черная редька, различные салаты, но не острые и не кислые. Хотя нужно заправлять натуральным лимонным соком салаты, которые вы будете делать, очень хорошо сметаной или сливками. 21 после обеда, 22 и практически весь день 23 февраля Луна будет находиться в знаке Скорпион. И в это время уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы продолжают быть под ударом, а также мочеполовая и нервная системы. Поэтому, пожалуйста, держите ноги и область таза в тепле, продолжайте. Вот такая неделя у нас будет, когда нужно будет особое внимание уделить нижней части нашего тела, чтобы она была обязательно в тепле. Напоминаем, что в Скорпионе, в период Луны в Скорпионе, нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы. Обостряются болезни в это время мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаление яичников. Также под угрозой в это время вся воспроизводительная система. И, естественно, повышается риск заражения половыми инфекциями. Будьте внимательны. Ну вот что можно делать? Можно лечить зубы, верхние дыхательные пути. Ну, возможно, операция еще удаление гланд, аденоидов, зубов и лечение гайморита. В дни нахождения Луны в знаке Скорпион должно быть питание, богатое витаминами группы В, С, Е и железа. И в первую очередь в это время нужно употреблять как можно больше яблок, цитрусовые, чернослив, различные овощи, то, что у вас есть заготовленное в любом виде. Картофель готовьте, из картофеля различные блюда. Если есть замороженный перец сладкий, снова же в это время нельзя острые блюда есть. То есть перец, уксус в это время исключайте. Готовьте то, что заготовлено, очень много заморозок, а также салаты различные, заготовки. Доставайте редьку, свеклу, морковь, капусты различные. Чеснок очень аккуратно, он полезен, но немного и не на ночь. Лук-порей есть в заготовке у некоторых, различная зелень. Очень хорошие блюда готовить в это время: морская и океаническая рыба, а также морепродукты. Очень хорошо и полезно для нашего тела. Но смотрите, из мороженой рыбы готовьте, но копченая в это время рыба не рекомендуется.
И, пожалуйста, используйте в это время различные травяные чаи, заваривайте все, что заготовили летом. Ну вот в основном это должна быть низкокалорийная, богатая белками и сбалансированная по основным питательным веществам, витаминам и микроэлементам пища. Ну что ж, наш выпуск сегодня подошел к завершению. Очень рада, что вы до конца дослушали, досмотрели, записали то, что вам очень важно и нужно. Не забудьте поделиться этой информацией с друзьями, с родными, с теми, кто вам близок и кого вы любите и желаете добра им. А также не забывайте оценить наш труд лайками, пишите свои вопросы, комментируйте. Все мы читаем, рассматриваем в течение суток и стараемся дать ответы. Ну что ж, если вы не подписаны, подписывайтесь. И вы всегда будете в курсе очень важных событий и важных дел, которые нужно проводить в благоприятное время для того, чтобы получить хороший результат. Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Пока-пока!